Всех приветствую в этом видео. Это будет последнее видео по обзору нововведений в Swift 5.3. И в этом видео мы поговорим о нововведениях в Swift Package Manager. Первое изменение, которое было добавлено, это то, что через SPM можно добавлять различные ресурсы, такие как изображения, аудиофайлы, JSON и так далее и тому подобное. И также появилось новое свойство, которое генерируется автоматически. Это bundle.module, через которого мы, так сказать, можем получать доступ к этим ресурсам. Ну, давайте я вам покажу, как это примерно выглядит, чтобы вы имели представление, как этим пользоваться. Давайте мы сейчас создадим простую библиотеку, где добавим одно изображение, и потом эту библиотеку через SPM мы импортируем в этот стартовый проект. Как мы это делаем? Заходим в файл, new и создаем новый package. Так, пускай это и будет. Создаем. Он создается у нас на рабочем столе. Вот такая вот у нас простая библиотека автоматически создается. Файл readme у нас вначале будет пустой. Сам package таким вот образом выглядит. И зайдем в нашу папочку source. И вот он стартовый файл. Но давайте мы создадим какую-нибудь свою собственную структуру на SwiftUI и попробуем загрузить изображение для этой новой структуры. Так, давайте здесь мы сделаем некоторые поправочки. Скажем, что у нас это будет доступно с iOS 13. Так, и здесь исправим. Так, все, теперь компилятор не жалуется. Давайте теперь добавим изображение. Вот мы добавили изображение. Одного изображения для теста будет достаточно. Так, давайте теперь попробуем здесь загрузить это изображение. Так, смотрите, мы используем вот этот инициализатор. Name, укажем изображение, имя изображения и bundle. И, как я вам уже говорил, здесь появилось новое свойство, которое генерируется автоматически в этом модуле, который мы сейчас создаем. И чтобы вызвать этот модуль, мы должны что сделать? Просто написать bundle.module. Вот, все. И теперь это изображение у нас, по идее, должно быть доступно. Смотрим. Видим, изображение у нас появилось. И теперь эту библиотеку мы можем добавить в наш новый проект. Как мы это делаем? Мы их добавляем с помощью add package, то есть файл, add package. Выбираем add local. И он у меня находится на рабочем столе. Выбираем нашу библиотеку и добавляем. Вот наша зависимость уже установлена. То есть мы добавили нашу библиотеку, в котором просто есть одно изображение и структура, которая запускает это изображение. А что нам нужно сделать дальше? Заходим сюда, My New App, где находится наш таргет. И вот здесь вот мы должны также добавить эту библиотеку, где написано Framework. Вот здесь вот мы добавляем плюсик и ставим нашу локальную библиотеку, которую мы только что создали. Вот здесь она вставляется. И идем в наш стартовый файл, Content View. И, допустим, давайте мы здесь захотим поставить наше собственное изображение. Там этот файл у нас назывался Spain. У нас сейчас это не будет доступно. Мы должны сначала сделать импорт этой библиотеки. Импорт My Library. Я забыл здесь указать, что тут у нас будет. Смотрите, обратите внимание, что здесь мы, когда создаем автоматически, здесь мы везде указываем ключевое слово public. Поэтому здесь мы должны сделать это то же самое для нашей структуры, которую мы создали самостоятельно. Давайте мы сделаем структуру public. Здесь наше вычисляемое свойство тоже сделаем публичным. И создадим инициализатор публичный. Пустой инициализатор. Вот таким вот образом. Все. Вот мы добавили ключевое слово public для самой структуры, для вычисляемого свойства и для инициализатора. Инициализатор у нас будет пустым. Идем обратно. Вот эта ошибочка у нас исчезает. Запускаем наш код. Запускаем Canvas. И вот оно, наше изображение. Для чего это все нужно? Таким образом, мы можем с помощью наших собственных библиотек
грамотно использовать ресурсы и грамотно организовывать наш код. Как видите, я не храню это изображение в своем стартовом проекте и использую это изображение и вообще эту структуру через зависимости. И на этом простом примере видно, как мы можем организовывать свой код с помощью своих собственных библиотек. Возьмите это, пожалуйста, на заметку. Если вам нужно, тоже можете это таким образом использовать. Понятное дело, для одного изображения нет смысла так заморачиваться. Но если у вас есть что-то, какие-то большие ресурсы, которые вы хотите грамотно упаковать в свою собственную библиотеку, то можете это использовать. Рассмотрим следующее улучшение. Со Swift 5.3 с помощью Swift Package Manager SPM можно добавлять стандартные SDK с закрытым исходным кодом, например, такие как Firebase. Тоже это делается очень просто и быстро. Давайте я покажу, как это можно сделать. Итак, что вам нужно сделать? Вам нужно перейти на GitHub, найти Firebase iOS SDK, скопировать ссылочку вот таким вот образом, и потом эту ссылочку добавить через SPM. Делаем это очень просто. Также добавляем таким вот образом. Вот здесь вот ищем. Вот смотрите, да, я вставил эту ссылочку, и вот он нам предлагает, да, Firebase iOS SDK. Выбираем, добавляем. Вот у нас грузится. Здесь у нас есть возможность выбрать, какой именно нам нужно подключить. Допустим, Firebase Analytics или, допустим, что-то еще, что нам нужно, да, что относится к Firebase. Ну, давайте вот это еще. Firebase Authentication и Analytics. Добавляем. И все, теперь мы видим, что у нас в разделе Package Dependencies есть вот эти вот все файлы, которые относятся к тому, что мы добавили, да, к Firebase. Здесь мы можем полазить, посмотреть, что у нас здесь есть. Как видим, все необходимые файлы здесь вот мы добавили. И тогда, когда нам необходимо использовать функционал этой библиотеки, мы также добавляем import Firebase. Вот здесь таким вот образом. Import Firebase. И не забываем это сделать вот здесь вот. Здесь он автоматически добавил Firebase Authentication и Firebase Analytics. Теперь в этом файле Firebase нам уже доступна, и можем ее использовать. И последнее улучшение, которое было добавлено в Swift Package Manager, заключается в том, что теперь мы можем наши зависимости настраивать под различные платформы. К примеру, да, если мы вернемся к нашей собственной библиотеке, вот в файле Package мы здесь можем настраивать наши зависимости, добавлять к ним таргет и зависимости. Как это выглядит, давайте я вам еще покажу. Вот если мы обратимся к документации, то здесь, в принципе, мы можем это видеть примеры. Да. Вот здесь, смотрите, можем для зависимости добавлять. Таким образом, можем добавлять зависимости. В этих зависимостях мы можем указывать, для какой технологии и для какой платформы они будут доступны. Это все находится вот в этом файле под названием package. Здесь мы можем как раз вот target и dependencies, вот это все как бы здесь вот настраивать, как нам это нужно. Вот здесь, в принципе, пример это есть. По сути, можем добавить некоторые зависимости, допустим, для платформы Linux, или, допустим, мы хотим строить некоторый отладочный код при компиляции для локального тестирования. Вот в этом файле мы все это можем сделать. А здесь вы можете провести дополнительные исследования, чтобы получить больше информации о том, как настраивать таргеты для различных зависимостей, которые вы добавляете в свой проект. Это все, что я вам хотел показать вот в этом видео. И в следующем видео мы начнем уже рассматривать нововведения в Swift 5.4. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. И увидимся в следующем видео. До скорого.